мне ее отдали. После 8 марта, это не в прошлом году, а позапрошлом. Но отдали-то почему? Цветоносы с точки роста. И мы наблюдаем за ней, вернее, не мы даже наблюдаем, я наблюдаю и показываю, и рассказываю свои наблюдения об этой орхидее уже 2 года. Сколько она выпускала цветоносов, и сколько раз она цвела, вот можно даже посчитать. 1, 2, 3, 4, вот здесь 5, и с точки роста это 6-й цветонос. Лежать. Молодец. Каждое видео начинается одинаково, укладыванием сюмы. Безобразие просто. Здравствуйте, друзья! Сегодня покажу вам 2 орхидеи. И это не новые орхидеи. Я одну из них очень часто показываю, потому что она у меня живет более, наверное, 2 лет. И приобрела я ее, вернее, даже не приобрела, мне ее отдали. После 8 марта, это не в прошлом году, а позапрошлом. Но отдали-то почему? Цветоносы с точки роста. И мы наблюдаем за ней, вернее, не мы даже наблюдаем, я наблюдаю и показываю, и рассказываю свои наблюдения об этой орхидее уже 2 года. На ней сразу появилась детка и цветет. Это детка, это не материнское растение. А материнское растение медленно погибает. Вот это листья детки. И 2 цветоноса – это тоже цветоносы этой детки. А с другой стороны находится материнское растение. Вот видно, что цветоносы с точки роста был. Она медленно угасает, отдавая питательные вещества новой орхидеи. А новая орхидея, да, она вот и корни уже выпустила, но корни в силу того, что она цветет, сейчас закупленные. Но, видимо, цветение скоро прекратится, потому что начинает расти новый лист. У детки. Ну да, это детка. Где-то я сейчас видела маленький корешок. И не один. Вот сейчас с другой стороны вам покажу появившийся корешок на детке. И вполне возможно, что через 2-3 недели я вам покажу, как я буду отделять эту детку и посажу ее. Но пока она цветет, хотела обратить ваше внимание на то, что мне часто пишут: да у меня орхидея стоит, я ее не пересаживаю. Она так долго цветет. Но если вы посмотрите первый показ этой орхидеи, когда мне ее только отдали, и даже первое ее цветение, скорее всего, я вот не помню сейчас, была ли орхидея с цветами или без, но первое ее цветение, цветы были очень крупные. 10-12 сантиметров был цветок. Сейчас не дотягивает даже до 8 сантиметров. А этот цветонос, цветы еще мельче. Вот в сравнении. Смотрите, цветы все мельче и мельче. Орхидеи не хватает питания, хотя я ее удобряю. Но вот эти корни, которые растут на детке, видите, они даже сморщенные, они сухие. Их нужно или очень часто опрыскивать, или же поместить в грунт для того, чтобы орхидея, вот эта молодая орхидея, получала больше питания. А материнские корни за 2 года, они просто погибают. Ну так устроены орхидеи. И посмотрите, какие-то мутации. То есть не хватает. Не хватает орхидеи питательных веществ. И вот когда будет пересадка, и орхидея начнет получать
то, что ей нужно, и в достаточных объемах, она опять будет цвести очень крупными цветами. Вот это важно. И еще одна орхидея, я вам тоже рассказывала, оставлю ссылку на видео, в котором я практически первый раз показывала вам вот эту орхидею. Орхидея Фантом. Кстати, в этом же видео будет показана и эта орхидея, и орхидея Фантом. У этой орхидеи тоже есть название, я вам его просто напишу. Блюмингтон, наверное. Простите за мой английский. И что нечасто бывает, вдруг домашняя орхидея, это я уже рассказывала о Фантоме, об орхидее Фантом, выпустила цветоносы с точки роста. Вот он. И вы знаете, перед тем, как снимать это видео, я посмотрела сама, когда же я рассказывала об этой орхидее. Год назад, в июле прошлого года. Тогда начинал расти цветонос и был всего сантиметров 20. Вот представьте, что целый год орхидея цвела. Причем цветоносы с точки роста. Она его несколько раз доращивала. Потом, на удивление просто, она выпустила еще один цветонос. Вот я его вчера только срезала. Он отцвел. Вот орхидея целый год находилась в цветении. И еще вот, наверное, с этой стороны будет лучше видно, а может быть и с этой, смотри. Сколько она выпускала цветоносов, и сколько раз она цвела, вот можно даже посчитать. 1, 2, 3, 4, вот здесь 5, и с точки роста это 6-й цветонос. Но при том, что она цвела, видите, орхидея начала терять тургор. Начали желтеть листики. А что мы всегда ждем от орхидеи без точки роста? Конечно, детку. И вот прошел год, и когда она закончила цвести, я увидела маленькую детку. Орхидеи хотят жить, даже если выпускают цветоносы из точки роста. Но это может быть не вот сегодня она выпустила этот цветонос, а завтра у нее появилась детка. Прошел год. Подчеркиваю это. И вот детка. Да, теперь опять буду заниматься выращиванием орхидей с ясельной группы детского сада. Но надеюсь, что листьев у материнского растения много, и корни еще есть, и даже у материнского растения есть растущие корни. Смотрите, длинные еще какие. То есть орхидея еще постарается вырастить сама эту детку. Ну а когда она вырастет и дорастет вот до такого крупного состояния, мы ее обязательно пересадим. А может быть, случится точно так же, как и с этой орхидеей. Детка будет расти очень быстро и очень активно, и даже зацветет вместе с материнским растением. Все бывает. Очень интересно наблюдать за орхидеями. И мы с вами это и делаем. Помогаем орхидеям расти деток, но не ускоряя эти процессы, а насыщая орхидеи питанием, то есть удобряем. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Ричард. Птичка. Ой. Так, в колхозе утро. Лежать. Началось. Лежать. Сёма. Да, люблю я тебя, люблю. Все. Ложись. Лежать. Лежать. Молодец.
Каждое видео начинается одинаково, укладыванием сюмы. Безобразие просто.